Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я пеку морковный торт. Необыкновенно вкусный, очень сочный, влажный, очень легкий в приготовлении. Готовить буду даже без ручного миксера, просто венчиком замешивать. И готовить коржи эти сочные я буду на томатном соке. Итак, приготовим коржи. 4 яйца комнатной температуры весом примерно по 50 грамм. Добавляю туда 2 пакетика ванильного сахара. Вы же можете добавить ванильный экстракт или ванильную эссенцию. И все это перемешиваю до однородности. Духовка у меня уже разогревается на 175 градусов Цельсия. Туда же я добавляю 250 грамм коричневого сахара. Вы же можете обычный сахар брать, здесь это особой роли не играет. Просто я люблю делать и морковные, и банановые бисквиты именно с коричневым сахаром. Сахар сейчас разойдется, когда добавим сок. 250 миллилитров томатного сока. Сок у меня такой соленый достаточно, поэтому соль я в тесто не добавляю дополнительно. Все перемешиваю. 100 грамм жирной сметаны, 24% жирности здесь сметана. Сметана тоже комнатной температуры, она у меня постояла, то есть при комнатной температуре. И 150 грамм растительного масла без запаха. Томатный сок абсолютно не чувствуется в тесте, он дает цвет и очень хорошую влажность вот такому тесту. 500 грамм муки здесь я просеиваю в тесто. Перемешиваю не лопаткой, а опять же венчиком. Туда же я просеиваю 15 грамм разрыхлителя и 3 грамма соды. 1 чайную ложку корицы. И отдельно здесь у меня смесь специй. Здесь и имбирь, и кардамон, и гвоздика, немножко аниса. Пряных специй у меня 1 чайная ложка. Вы же можете все это добавлять по вкусу. Можете изюма немножко добавить в это тесто, я не добавляю. 450 грамм свежей моркови я натерла на мелкой терке и добавляю в тесто. И 1 чайную ложку с горкой, здесь у меня просто горького какао-порошка. Все это перемешиваю. Вы можете взять столовую ложку какао, можете больше брать какао, но я не беру, потому что я не люблю, когда морковный торт сильно шоколадную нотку имеет. Туда же я отправляю цедру 1 апельсина и 60 грамм обжаренных молотых орехов. Здесь в данном случае у меня фундук, потому что я люблю фундук. Вы же можете добавлять грецкие орехи, орехи пекан, кешью, все, что вам нравится. Духовка уже разогрета на 175 градусов Цельсия у меня. Буду выпекать в 2 формах по 20 сантиметров в диаметре, режим вверх-вниз без конвекции, примерно 45 минут. Убираю сейчас выпекаться на среднем уровне. Прошло 45 минут, коржи выпеклись, проверяем их также деревянной шпажкой. Шпажка выходит сухая и чистая. Сейчас я извлекаю бисквиты из формы, как только я могу дотрагиваться, и сразу переворачиваю их дном вверх. И буду остужать их на решетке до комнатной температуры. Видите, уже совершенно ровные они. То есть нет никакой шапочки. Заворачиваю в пищевую пленку и при комнатной температуре просто даю им остыть в пищевой пленке, чтобы эта корочка стала очень мягкой у бисквита. И несколько часов они у меня простояли при комнатной температуре, и я сразу же нарезаю. Каждый бисквит на 2 коржа. В итоге получится 4 коржа. Очень влажные, очень оранжевые. И сейчас приготовлю крем. 250 грамм размягченного сливочного масла. Взбиваю минут 5 где-то вот до такой пышности. Добавляю туда 300 грамм творожно-сливочного сыра. Он у меня полчаса постоял уже при комнатной температуре. И 150 грамм сахарной пудры. Сыр здесь у меня именно творожно-сливочный, бюджетный сыр я брала. Если вы хотите приготовить такой очень глянцевый крем-чиз на масле, есть подробный рецепт у меня на канале, лучше брать сыр Филадельфия. Тогда берите сливочно-творожный. Буквально 20 секунд я все это соединила вместе, и уже крем готов. Наношу слой крема не более 5 мм здесь на каждый корж.
И таким образом собираю весь торт. Крем здесь не очень однородный у меня, потому что я еще раз повторяю, я брала именно творожно-сливочный сыр. Он не такой гладкий, получается крем, как на сливочно-творожном сыре. Сливочно-творожные сыры – это сыр типа Филадельфии, Альметта, Виолетта. А у меня просто обычный, самый простой с дискаунтера бюджетный сыр. Но на вкус торта это никак не повлияет. Торт получается очень легким на вкус. Съев кусочек такого торта, не ощущается никакой тяжести, потому что вкус этого торта очень сбалансированный. Он не приторный, не жирный получается. И я думаю, что понравится. Обязательно приготовьте и порадуйте своих близких. Торт собирается очень просто. Я его сейчас ставлю на пару часов в холодильник. Он у меня будет в стиле Naked Cake. Он постоял у меня несколько часов в холодильнике. Остаток крема я оставляла, я его окрасила и сделаю вот такие вот оранжевые завитки. Торт нарезается превосходно, очень ровный разрез у него получается, необыкновенно ароматный торт получается, пряный и очень-очень влажный. Торт вкуснейший. И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.